Весело вот водить мопед. По песку не очень. Ну, а вообще в целом, Но это не мотоцикл, но это другое. лучше, чем на такси или нет? Интереснее. Блин, ограничение 90. Капец. Я так хотела. Недавно мы отправились на нашем мопеде до Khao Keo Open Zoo. Но почему же мы отправились именно на мопеде, а не на машине? Все просто. В Таиланде мне нравится то, что куда бы ты ни поехал, ты везде найдешь красивую картинку. Будь это просто дорога, храм или джунгли. А на мопеде куда-либо добраться намного проще, чем на машине. Мы добирались где-то час, так как максимальная скорость на мопеде была 70 км. Именно поэтому вышло не так быстро. Но на такси можно добраться где-то минут за 30. Посмотрев на картинки, подумайте, стоит ли оно того. Ведь на мопеде ты больше погрузишься в окружающий мир. Excuse me, card allowed? Оплачивается проход в зоопарк на въезде и только местной картой или наличкой. Стоимость билета для одного взрослого 350 бат, для ребенка 120. Окей. Thank you. Не потеряй. Bye. Бай. Блин. Да не бойся. А вот сюда вот встанем, не? Вот вдоль дороги. Можно приткнуться за этой серенькой машины. Ну, маленькие. О, мы даже не Сейчас еще так. Так и я боюсь, да. Тихо, столбик, Диана. Вот так вот. Столбик покоцай. Мама видит, понятно? А, ну тут защита есть, можно коцать столбик. Ты вывернула его? Да. А, это ты там крутишь? А, вон номер есть. Помаши рукой. Привет, я в шлеме. Сейчас. Где слоны? Вот. А, в 12. Мы приехали как раз к шоу слонов, которое начинается в 12 часов дня. И чтобы не терять время, мы сразу пошли арендовать гольф-кар, чтобы посмотреть максимум зоопарка. Вон машинки нам туда. Чаще всего на гольф-кары очередь, поэтому нужно выделить время, чтобы дождаться их. Машины есть двух типов, на 4 места и на 6. Машина до 4 мест стоит 500 бат за 2 часа, до 6 мест 700 бат. В этот момент у нас не было времени ждать гольф-кар, потому что скоро начиналось шоу слонов, и нам нужно было попасть туда как можно быстрее. Где слоны? Пошли пешком. Зона выставки слонов считается одной из самых совершенных выставок, которые могут сравниться с мировыми стандартами. Не так много зоопарков, которые показывают перемещение слонов под водой.
такие как Лейпцигский зоопарк в Германии, Цюрихский зоопарк в Швейцарии и зоопарк в Японии, расположенный в сафари-парке в Фуджи. Несмотря на то, что были выходные, людей в этой зоне было мало. Каждый смог понаблюдать за слоном, пофотографироваться и просто насладиться моментом. Эта зона с бассейном для слонов была построена в 2016 году. Тайцы очень гордятся ею и в принципе тем, что в зоопарке животные чувствуют себя безопасно. Они как могут улучшают их качество жизни. Сразу после водной зоны есть выход к слонам в загоне. Там можно купить травы за 30 бат и покормить их. После слонов мы все-таки арендовали гольфкар и поехали смотреть остальное. Я вам крайне советую арендовать машинку, потому что парк очень большой. Он занимает площадь около 2000 акров и содержит более 8000 животных, представляющих более 300 различных видов. А он меня не попадает? Вот этот зоопарк мне больше нравится. Здесь для оленя есть все, чтобы... Вот, посмотри, он уходит туда. Для них здесь, для оленей здесь хорошо. А он меня уходит. Зная, что зоопарк большой, мы все равно зависли на полчаса и кормили оленей. На самом деле, я первый раз вижу, что олени просто так гуляли. Я не особо изучала зоопарк перед тем, как сюда приехать, и я была приятно удивлена, увидев такое, и тем более погладив их. Он так на самовыгуле. Смотри, он валяется. Майя, смотри, он валяется. Да, они такие смотрят, да. Тебя вот интересно. Как мотоцикл. А тут темнюка нету, да?
Одним из ключевых принципов Хаокео является создание условий, максимально приближенных к естественной среде обитания. Здесь животные не только выглядят счастливыми, но и находятся в комфортных условиях. По второму кругу, да? Да, они палочки не едят, да, не надо давать, они их не будут. Да нет. Он нет, это у него есть. Вот, вот это деликатес. Вот он наглый какой. Да, конечно. Как вы думаете? Хаокео – это не только место развлечений, это и центр активных исследований и программ по сохранению биоразнообразия. Зоопарк активно участвует в проектах по разведению редких видов и защите окружающей среды. Ой, смотри, шкуру сбросила, Игорь. Где школа? А вон она. Нет. Такую даже не заметишь в листве, да, вот так раз распухлилась. Вот и подошло наше приключение к концу. И в заключение хочу сказать, что зоопарк однозначно стоит посещения, но выделите на него больше времени, так как 4 часов нам не хватило. Мы будем рады видеть вас в числе наших подписчиков, так что не забудьте подписаться на канал. И если вам понравилось видео, поддержите его лайками. Впереди много интересного. Пока!